Всем привет, привет! Всем привет! В сегодняшнем ролике, тема сегодняшнего ролика: если колено не сгибается, что делать? Соответственно, мы будем сегодня разговаривать о такой проблеме, как сложность в разработке коленного сустава в сгибании. Возможно, скажу также несколько слов о разгибании. Поэтому, если вам интересна данная тема, оставайтесь. Ролик, опять же, пройдет в форме такого непринужденного разговора. Я буду рассказывать, вы будете слушать. Если у вас останутся вопросы, конечно, пишите в комментариях. И, наверное, начнем. Здесь идет речь о всех травмах коленного сустава: протез колена, разрыв крестообразной связки, разрыв связок, перелом надколенника, не знаю, какие-то другие травмы колена, да, которые повлекли за собой либо операцию в коленном суставе, либо иммобилизацию коленного сустава. Да, затем, соответственно, существует период восстановления, в который вы восстанавливаетесь, делаете, либо не делаете свои упражнения. И, в общем-то, в любом случае, даже когда человек делает, либо когда человек ничего не делает, но может возникнуть такая ситуация, когда коленный сустав, когда коленный сустав сгибается с трудом. Здесь сразу же хотела бы вам отметить, что коленный сустав, существует такое понятие, как амплитуда, да, амплитуда сустава, она существует для каждого сустава на нашем теле. Когда речь идет о коленном суставе, это 110 градусов функционального сгибания коленного сустава, максимум это 140, но в реабилитации, период восстановления, мы стараемся добиться минимум 110 градусов сгибания, по той причине, что, в общем, при 110 градусах человек может спускаться по лестнице, чередуя ноги. Итак, это 110 функционального сгибания в коленном суставе и не забывайте 0 градусов разгибания коленного сустава. Как быстро нужно добиться полной амплитуды в коленном суставе? Я вам скажу, что чем быстрее, тем лучше. В общем, западная медицина, медицина Северной Америки придерживается такого направления, такого понятия, как ранняя реабилитация. Конечно же, я не говорю за все страны. Честно говоря, понятия не имею, какие принципы существуют в других странах. Ну, о некоторых странах знаю, но я не могу сказать за все страны. Да? То, что касается вот здесь, Северной Америки, западная медицина, в общем, все построено на ранней реабилитации. Пациент начинает делать упражнения, начиная со 2-го дня после операции, вплоть до 3 месяцев. То есть период восстановления считается полных 3 месяца, 2 раза в день упражнения. Итак, в первые недели, я вам скажу, первые 2 недели после операции, либо после, допустим, если у вас была иммобилизация коленного сустава, врач вам разрешил там разгибать коленный сустав, да, то это 2 недели вы должны в идеале достигнуть 90 градусов сгибания в коленном суставе. Почему? Да потому что чем дольше мы ждем, чем больше мы откладываем, тем сложнее становится восстанавливать сгибание коленного сустава. Кстати, то же самое по поводу разгибания. Разгибание коленного сустава – это вообще в первые дни, даже не побоюсь такого выражения, как в первые часы, нужно обязательно следить за полным разгибанием коленного сустава, так как, в общем, все-таки приходится мне коснуться и разгибания, но знаете, что разгибание коленного сустава всегда тяжелее разрабатывать, чем сгибание коленного сустава, да? Поэтому в первые часы, с первых часов мы следим за тем, чтобы колено было полностью разогнуто, и в первые 2 недели после операции должно быть 0 градусов в разгибании и 110 градусов, минимум 90, желательно 110 градусов сгибания коленного сустава. Не всегда, я вам скажу, что не всегда и в реальной практике, да, в реальной реабилитации не всегда удается в первой неделе добиться 110 градусов сгибания колена.
но 90 градусов сгибания колена мы обязательно стараемся добиться именно в первые недели. Итак. Это было немного о принципах реабилитации, целях реабилитации, да? Теперь, чтобы рассказать, как бороться с такой проблемой, да, как нехватка сгибания в коленном суставе, я все-таки выделила несколько пунктов, так как я считаю, и не то чтобы я считаю, я уверена в том, что колено не сгибается, колено может не сгибаться по нескольким причинам. То есть не существует одной четкой причины, которая бы подходила всем без исключения, вот почему колено не сгибается. То есть это такой, может быть, набор нескольких причин. Либо несколько причин у человека, да, либо какая-то из причин, которые я сегодня перечислю, то есть либо одна, либо, может быть, даже несколько причин, которые способствуют тому, что наблюдается снижение в сгибании колена. Итак, первое, что нужно знать, да, это отек. Отек в коленном суставе, в общем-то, это нормальное явление, когда нам делают операцию, наше колено отекает, в общем, мягкие ткани воспаляются, все это набухает, краснеет, и, в общем, появляется отек. Отек может быть либо только в коленном суставе, также он может спуститься на всю ногу, допустим, да, на протяжении всей ноги. Особенно иногда видно, когда у пациентов вот так вот пальцы, знаете, как сказать, как у уточек вот так вот расставлены в сторону, до такой степени, в общем, разбухает, да, отекает нога после операции. Отек это, да, это первая, наверное, главная причина, ну, если касается дела первых недель после операции, то это одна из главных причин, почему колено не сгибается. Так как, представьте, даже не знаю, с чем сравнить, но представьте такую резиновую колбаску, вот это как будто ваша нога. И вот эту, представьте, резиновую колбаску, пытаетесь согнуть, и вот вы ее гнете, а она не гнется. То же самое это и колено. То есть ваше колено, оно распухшее, и вы его пытаетесь согнуть, оно может быть у вас и сгибается, оно может быть и согнулось бы, если бы не было отека. Но так как есть отек, то вы пытаетесь согнуть колено, колено не сгибается. Вы ждете, пытаетесь снова согнуть, не сгибается, и чем дальше мы ждем, тем больше риск, что колено вообще не будет сгибаться, так как меняется, но, может быть, не буду касаться физиологии, да, но меняется, постараюсь объяснить простыми совсем словами, у нас есть то, что касается соединительной ткани, да, то, из чего состоит капсула, связки наши сухожилия, это мышца, крепится к кости с помощью сухожилия, да, то соединительная ткань, в ней присутствуют основные элементы, два основных элемента, это коллаген и эластан. Я думаю, на русском языке это будет также звучать, ну, это коллаген и эластан. Там еще существуют другие составляющие, но то, что нас интересует, да, это коллаген и эластан. Так, вот коллаген – это такие фибры, которые они очень жесткие, эластан – это такие фибры, которые очень мягкие. Так вот, представьте или запомните то, что чем больше ваше колено не движется, тем больше в вашей соединительной ткани появляется фибров коллагена. И, соответственно, если фибров коллагена становится больше, то они препятствуют тому, чтобы сустав двигался правильно, двигался эластично. Отсюда, в общем-то, и важность того, что реабилитацию нужно начинать с первых дней, с первых недель. Да, вернемся к отеку. Так вот, когда у вас колено отекшее, то вы его сгибаете, не сгибаете, но оно не сгибается. Отсюда первый важный совет.
Если после операции у вас сохраняется отек в колене, постарайтесь как можно быстрее взять под контроль отекание колена, и так как если у вас колено будет оставаться отекшим, вы не сможете разрабатывать сгибание колена. Даже я вам скажу более того, на практике с реальными пациентами, если мы приходим в первый раз, во второй раз, но обычно в первый раз на визит к пациенту, после операции, и если, допустим, мы видим, что колено очень распухшее, что пациенту тяжело делать упражнения, мы даже даем такой совет в течение последующих, допустим, 2-3 дней прекратить упражнения и делать рекомендации на снижение отека. В общем-то, это вы, наверное, знаете наизусть эти рекомендации. Это упражнения на возвышении, нога на возвышении. Это первое. Второе – это самомассаж колена, либо если кто-то есть из близких, то мы показываем, как делать полностью нормальный массаж ноги. И третье – это прикладывание льда каждые 2 часа, так как лед он не снижает отек, но он препятствует тому, что новое воспаление будет появляться, и тем самым мы предотвращаем дальнейшее распухание колена. Это первое, да, то есть отек. Если вы сможете взять под контроль отек, то потом вы уже начинаете делать упражнения, все это, в общем-то, нормально, и постепенно градус увеличивается. Далее, следующая причина, это, к сожалению, есть такая причина, я поняла это по вашим комментариям, такая причина, как боязнь повредить протез. То есть, в общем, наверное, это понятно. Вам вставляют какую-то штуку в колено, вы не знаете, в общем, как она себя поведет, то ли можно становиться на ногу, то ли можно делать упражнения, а вдруг вы сделаете упражнение, там что-то треснет и так далее и тому подобному, да. Так вот, знайте, что если вам врач не дал других каких-то особых рекомендаций, то в 100% случаях вы можете становиться на ногу, я говорю о протезировании колена, да, вы можете становиться на ногу, вы можете, и более того, вы должны делать упражнения, и вы должны как можно нормальнее, если так можно сказать, нормальнее использовать свою ногу и проходить период реабилитации, да, то есть не нужно бояться повредить что-то в колене. Ваше колено, ваш протез, он насажен, это цементированные протезы, то есть вам, вот представьте, ваша кость, да, ну вот больше, наверное, вот так вот, вам обрезают вашу кость, да, верхушку, ну, с 2 сторон, вам вставляют молотком, вставляют протез, причем этот протез они насаживают на цемент, то есть это цемент, который имеет очень хорошее сцепление, да, его насаживают, и все, он никуда. Чтобы его повредить, во-первых, с упражнениями вы никогда не повредите протез. Если вы будете становиться на ногу, вы никогда не повредите протез. Вы можете повредить протез, если вы упадете на колено, причем это должно быть такое хорошее падение, либо падение в репетиции, то есть в несколько раз вы падаете несколько раз на колено. Да, действительно, кусочек цемента может отколоться. Это первый случай. Второй случай, если вам что-то внезапно приземлится в колено. Это может быть мячик теннисный, это может быть удар в колено, я не знаю, там какой-нибудь палкой, да. То есть что-то, это может быть, когда вы падаете на лед, тоже такой удар идет в колено, поэтому на коньках нежелательно кататься при протезировании. Но это что-то должно быть, какой-то такой удар, какой-то толчок, чтобы с вашим протезом что-то случилось. Поэтому не переживайте, с вашим протезом ничего не случится, и делайте упражнения, становитесь ногу, старайтесь вести нормальный образ жизни, делайте все. Но не держите у себя эту мысль в голове, что вы можете как-то чем-то навредить своему протезу. Да, здесь понятно, да. Дальше, следующая причина, почему колено не сгибается. Это может быть боль. Это может быть боль, так как
так как боль – это способ, которым наше тело пытается с нами разговаривать, да, и существует определенный уровень боли, через который человек не может перейти. Так вот, в послеоперационный период, здесь, наверное, тоже касается дела первых недель после операции, недель, месяц после операции. Знаете, что первое, что вам нужно знать, да, что вам нужно понять, это то, что нужно научиться контролировать боль. Научиться контролировать отек и научиться контролировать боль. Боль, чтобы ее контролировать, опять же, принимайте лекарства. Если по каким-то, не знаю, религиозным причинам, либо по каким-то жизненным принципам вы не хотите принимать лекарства, то знайте, что вы больше себе навредите, если не будете контролировать боль, так как, опять же, это все пойдет как такой большой снежный ком, который выльется в что-то не очень хорошее потом, да, поэтому лучше первые недели принимать лекарства, не экономить, принимать так, как предписал вам их ваш врач. Принимать лекарства. Первое. Бывают такие случаи, что лекарство не помогает. Прикладывание льда. Прикладывание льда каждые 2 часа. Каждые 2 часа. Поверьте мне, это очень помогает. Это очень помогает и снизить воспаление, и снизить боль. Более того, прикладывание льда обязательно после выполнения каждого комплекса программ. Потому что, когда мы делаем упражнения, да, мы немного травмируем наше колено, немножко где-то растягиваем мышцу, где-то напрягаем, да, и, соответственно, после упражнений всегда прикладывайте лед, чтобы снизить воспаление, чтобы снизить отек, чтобы снизить боль. Вообще, каждые 2 часа очень хороший совет, который очень хорошо действует для снижения боли. Следующая причина, почему у вас может не сгибаться колено, это надколенник. Вот здесь, да, коленная чашечка, ее еще называют. Это такая маленькая косточка, которая находится вот здесь, впереди колена. Я не знаю почему, но опять же, откуда берется этот страх, но я так понимаю, что некоторые из вас боятся трогать эту косточку. Хотя, вот смотрите, вот я ее двигаю, да, ничего страшного в этом нет. Что здесь могу сказать? Наверное, то, что надколенник – это такая же косточка, как любая другая кость на нашем теле. Более того, это кость, которая участвует в движении коленного сустава. У нас 3 кости, которые участвуют в движении коленного сустава. Это бедренная часть, фемюр, это вот здесь вот тибия, не знаю, как на русском, тибиальная кость, и вот эта патуля или надколенник, которая вот здесь впереди. Эти три кости, многие думают, что 2, да, только фемюр и тибия, которые участвуют в коленном суставе. Нет, здесь еще есть вот эта маленькая косточка, у которой есть также свои движения. То есть у надколенника у нас 4 движения, в котором она движется. Она движется, ну, я сегодня в штанах, не очень видно, но есть у меня несколько видео, где я уже показывала, да. То есть колено, во-первых, должно быть в расслабленном состоянии. Она движется, у нас есть движение вверх, движение вниз, движение к наружу, движение вовнутрь. Вот 4 движения. Причем это совсем маленькие движения. Естественно, не нужно со всей силы там давить, как-то пытаться сдвинуть ее, да, вот так всей ладонью. Нет, обычно мы вот пальчиками берем, немножко движем коленную чашечку. Почему? Опять же, почему? Опять же, не буду углубляться в физиологию, в механику движения, но поверьте мне, если хотите, вы можете потом дальше где-то это больше найти, да, в интернете, в Википедии, не знаю где. Но дело в том, что когда коленный сустав у нас сгибается, то есть когда у нас происходит вот это сгибание коленного сустава, то вот этот надколенник, который у нас, вот эта маленькая коленная чашечка, она должна двигаться для того, чтобы колено согнулось. То есть у нее такое идет, как скольжение, такое скольжение небольшое, она немножко так скользит, и колено сгибается. Если этого скольжения нет, если оно отсутствует по какой-то причине,
то вот этого сгибания, оно будет, но оно будет блокироваться на каком-то уровне. И дальше этого уровня колено не будет сгибаться. Более того, упражнение на движение надколенника, оно обязательно к выполнению здесь у нас, если у пациента наблюдается снижение в движении колена со второй недели. Мы обязательно добавляем это упражнение, то есть пациент сам, естественно, мы показываем, да, и пациент сам начинает делать это упражнение, то есть справа налево, сверху вниз мы начинаем двигать коленную чашечку. Даже, я вам скажу, очень часто у людей, да практически всегда у людей, у которых наблюдается снижение мобильности коленной чашечки, когда мы начинаем ее двигать, то знаете, такой скрежет, ощущается, он не слышится, но ощущается такое, как скрежетание, то есть прям чувствуется, что движение коленной чашечки нарушено. Опять же, почему это происходит? Это происходит из-за операции, по какой-то причине, да, то есть во время операции могут повредить нормальную работу коленной чашечки, нормальную работу, допустим, мышцы, квадрицепс, в которой, в общем-то, находится эта коленная чашечка, да, и эта чашечка потом после операции затвердевает, замирает и ждет, пока вы ее немного подвигаете. Так, значит, подвижность надколенника обязательно проверьте, если у вас наблюдается несгибание колена, трудности в сгибании колена. Следующий пункт. Я поставила неэффективность упражнений. Смотрите, если вы делаете упражнения 2, 3, 4 недели, то, в общем, как бы их надо заменить, потому что одни и те же упражнения, моя собачка на заднем плане, надеюсь, вам не мешает, одни и те же упражнения нельзя делать на протяжении более чем 3, максимум 4 недель. Упражнения должны меняться, тем более, если вы делаете упражнения, и вы видите, что у вас угол сгибания не увеличивается, 100% нужно менять упражнения, нужно искать что-то другое. Ваши упражнения неэффективны. Здесь хочу также сказать, что упражнения лежа делаются в самом начале реабилитации. Далее мы их меняем как можно быстрее на упражнения сидя и на упражнения стоя. Самыми эффективными считаются упражнения сидя, еще эффективнее стоя. Почему? Потому что упражнения стоя, они максимально напоминают нашу повседневную активность, так как мы, в общем-то, в повседневной жизни мы движемся на ногах. И более того, упражнения стоя, они, как правило, с участием нашего тела. Более того, открою вам небольшой секрет, небольшую занавесу, приоткрою вам небольшую занавесу реабилитации. Существует также еще блок функциональные упражнения. Не знаю, слышали вы о таком, не слышали, но существуют упражнения лежа, с которых мы всегда начинаем, потом переходим в упражнения сидя, упражнения стоя, и идеальная реабилитация всегда будет заканчиваться функциональными упражнениями. Что такое функциональное упражнение? Это упражнение, которое напоминает, не напоминает, а которое копирует какое-то движение в вашей повседневной жизни. Допустим, если человеку трудно спускаться по лестнице, то мы должны ему добавить вот это функциональное упражнение, которое будет способствовать облегчению спускания по лестнице. Если, это, допустим, если травма колена, да, если человек хромает в повседневной жизни, да, то есть у него, когда он совершает там ходьбу, да, то он хромает, то для него функциональное, допустим, упражнение будет перенос тела. То есть когда он ходит, естественно, как бы это упражнение, которое копирует какое-то функциональное движение в повседневной жизни. Вот это все функциональные упражнения. Как-нибудь с вами, может быть, об этом тоже поговорим. Итак, эффективность упражнений. Если у вас колено не сгибается, проверьте эффективность своих упражнений. Дальше, следующий пункт. Я отметила, что знаете,
что существует такой период в реабилитации. Он наступает примерно на 4-й неделе. Это уже по моим личным наблюдениям, этого нигде не написано, но то, что касается протезирования колена, восстановления после перелома надколенника, да, то это примерно 4 недели, 3-4 недели, когда наступает такой момент, когда пациент достигает 90 градусов сгибания колена и дальше никак не может согнуть. То есть проходит какой-то такой период, который длится, как правило, несколько недель, когда у нас нет увеличения градуса сгибания. Опять же, ничего страшного, если вы проходите через этот период, если вы понимаете, в чем находите свою причину, в чем ваша причина, а причина может быть одна, либо несколько причин из тех, которые я перечислила выше, да, если вы находите, понимаете, в чем причина, пытаетесь ее исправить, то, как правило, вот этот блок 1-2 недели, и потом градус начинает снова увеличиваться в 6 недель, как правило, мы добиваемся градуса 110, минимум градус это 110, да? Здесь я вам хотела бы сказать, что также знайте, что допустим, если, да, наверное, начну так, если вы в период реабилитации, да, если вы видите, что примерно на второй, ну, для нас это 2-я неделя, да, там, допустим, если вы на дому, то советую вам примерно на 3-й неделе, если вы видите, что очень плохо сгибается колено, с трудом, да, вы там достигли, может быть, 60-80 градусов, и что-то дальше как-то очень трудно, добавляйте упражнение активно-пассивное сгибание колена. Это когда вам кто-то помогает сгибать колено. То есть вы лежите на диване, это упражнение есть у меня в ленте, вы лежите на диване на кровати, и кто-то вам начинает сгибать колено. Опять же, здесь это при условии, что вы взяли под контроль свою боль, что у вас нет отекания в коленном суставе, то есть отек тоже у вас под контролем, да, и вы делаете упражнения 2 раза в день, это не помогает, начинайте обязательно делать активно-пассивное сгибание колена. Опять же, вы никак не повредите восстановлению колена, вы никак не повредите своему протезу. Более того, я вам скажу, что по крайней мере в Канаде в 6 недель пациент в первый раз видит своего врача после протезирования колена. И если в 6 недель у пациента нет сгибания колена 90 градусов, то его кладут на стол под общим наркозом, его и со всей силы начинают сгибать колено. То есть врач вот прям берет колено, ногу, всем своим телом начинает сгибать колено, начинает разрывать все вот эти спайки, слипания, которые уже начинают формироваться, и сгибает колено со всей силы. Поэтому я хочу сказать, что если дома вам кто-то немного поможет в сгибании колена, то от этого будет только намного больше пользы, вреда не будет. Чем вреда, хотела сказать, но на самом деле вреда не будет. Активно-пассивное сгибание колена. Также ролик у меня найдете вы в папочке, наверное, протезирование колена. Его можно применять, в общем, на любом сроке реабилитации. Если даже у вас уже несколько месяцев после операции, да, вы можете все равно добавить это активно-пассивное сгибание. Единственное, наверное, я бы, наверное, вам посоветовала делать его 1 раз через день. Не каждый день, а где-то 1 раз через день, где-то примерно 6-10 раз. То есть, опять же, человек сгибает, применяя немного силы, да, держим мы немножко, и потом вы разгибаете. Таким образом повторяете 6-10 раз. По окончании прикладывайте лед. Далее, наверное, хочу закончить на такой, может быть, положительной ноте, что восстановление коленного сустава возможно до 1 года. Даже если у вас несколько месяцев после операции, если у вас тяжело со сгибанием коленного сустава, знайте, что до 1 года вы можете
еще нарастить свой градус сгибания, но, опять же, повторюсь, чем дольше ждать, тем выше риск того, что вы не сможете увеличить сгибание. То есть чем дальше, тем сложнее. Поэтому, возможно, есть смысл остановиться, посмотреть на свою программу реабилитации, посмотреть, что вы делаете не так, и понять, в чем причина, почему колено не сгибается, пересмотреть свою программу, спросить совета, задать вопрос. В общем, все, что я хотела вам сказать сегодня по поводу сгибания колена, что делать, если не сгибается колено. Если у вас возникнут трудности с нахождением каких-то роликов на моем канале, напишите, я вам дам ссылочку. Если что-то непонятно, задавайте, пишите свои вопросы. Желаю вам прекрасного восстановления. Всем до следующих видео. Всем пока.